Монитор — это один из самых важных компонентов для компьютера. Качество изображения влияет не только на цветопередачу, яркость и другие параметры изображения, но также и на зрение. Выбрать хороший монитор в 2024 году и уложиться в бюджет — задача не менее сложная, чем собрать компьютер. Именно поэтому я подготовил для вас несколько видео, в которых будут лучшие мониторы в своих сегментах, таких как топ хороших и недорогих, топ игровых, топ изогнутых мониторов и лучшие мониторы для длительной работы за компьютером. Обязательно смотри это видео до конца и переходи на следующее, чтобы определить, какой монитор подойдет тебе. Лайк и подписка, погнали! В первую часть этого видео попали лучшие недорогие мониторы, которые можно найти на рынке в 2024 году. Их бюджетность вовсе не говорит о том, что картинка на таких дисплеях будет некачественная. Сейчас даже в недорогих моделях устанавливают матрицы IPS. Huawei Mateview SE SSN24 – бюджетный монитор на матрице IPS с диагональю 23,8 дюйма и разрешением Full HD. Идеально подходит для офисной работы и интернет-серфинга. Интересно, что здесь есть порт USB, а также интерфейс Thunderbolt. Есть поддержка технологии AMD FreeSync, а также присутствует функция ослабления синего цвета. Трехсторонний безрамочный дизайн существенно увеличивает полезную площадь экрана. Доступна регулировка монитора по высоте, а также имеется крепление веса стандартного размера 100 на 100. К плюсам можно отнести разрешение 2К, поддержку AMD FreeSync, технологию HDR10, USB-C порт с PD для зарядки гаджетов, а также регулировку по высоте и качественную матрицу IPS. Минусы здесь тоже есть. 75 Гц работает только через DisplayPort. А вот следующая модель является неплохой и бюджетной с диагональю 24 дюйма и разрешением Full HD. И это Asus 23.8 VA24EQ-USB. Подходит он как для домашнего, так и для офисного использования. Здесь установлена качественная IPS-матрица с откликом в 5 миллисекунд. Помимо этого есть функция ослабления синего цвета, а также фирменная технология для защиты глаз Asus Iker. Монитор способен отображать 16,7 миллионов цветов. Используется подсветка без мерцаний. На экране имеется антибликовое матовое покрытие, не будет бликов от солнца и искусственных источников освещения. Наряду с современными интерфейсами DisplayPort и Thunderbolt имеется и устаревший DSAP VGA. Плюсы этого моника: энергоэффективный класс, приемлемая диагональ, есть Thunderbolt, DisplayPort, функция iCare, подсветка без мерцаний, отклик матрицы 5 миллисекунд. К минусам я бы отнес только слабой динамики, но мало кому это важно в мониторах. Ссылки на все мониторы по лучшим ценам, как всегда, будут в описании. А вот хорошим вариантом с подсветкой без мерцаний и функцией защиты глаз станет Samsung CR50. Также имеются встроенные динамики и разъем для подключения наушников. Матрица IPS обеспечивает отклик на уровне 4 миллисекунд, а для подключения к ПК используются интерфейсы HDMI и DSAP. Уровень яркости в этой панели составляет 250 нит, а показатель контрастности 3000 к 1. Угол обзора стандартный — 178 градусов. Глубина цвета для используемой матрицы составляет 8 бит. На экране присутствует матовое антибликовое покрытие, а из плюсов можно отметить функцию защиты глаз пользователя, подсветку без мерцаний и игровой режим, а также хорошую цветопередачу. Правда, имеются небольшие засветы по углам, что стоит отнести к минусам. Следующий моник, который смело могу рекомендовать за свои деньги, это Xiaomi Redmi Display G24. Недорогой монитор от компании Xiaomi, который позиционируется как игровой, поскольку имеет динамическую частоту обновления экрана от 144 до 165 Гц. Также монитор поддерживает технологию AMD FreeSync и HDR10. Здесь установлена подсветка без мерцаний, а тонкие рамки вокруг экрана обеспечивают полное погружение в игру. В модели используется матрица VA, которая обеспечивает отклик в пределах 1 миллисекунды. Цветовой охват диапазона sRGB составляет целых 120%, что обеспечивает отличную цветопередачу. Достоинство монитора от Xiaomi — это динамическая частота обновления, поддержка HDR10, работа с AMD FreeSync, подсветка без мерцаний и матрица VA, отклик в 1 миллисекунду. Единственный и крайне сомнительный минус — то, что нет русского языка в настройках, но все будет и так интуитивно понятно. Какой еще бюджетный монитор с весьма неплохими характеристиками купить? AOC Value Line 27B2H. Он обладает IPS-матрицей с откликом 4 миллисекунды и разрешением Full HD. В нем присутствуют такие дополнительные функции, как калибровка цвета и ослабление синего цвета для защиты глаз. Имеется разъем для подключения стерео, интерфейс Thunderbolt и HDMI. Также в мониторе используется подсветка без мерцаний. На экране располагается антибликовое матовое покрытие, а еще используется 3
трехсторонний безрамочный дизайн. Функции калибровки цвета, интерфейс Thunderbolt и матрица IPS, а также функция ослабления синего цвета и подсветка без мерцаний вместе с трехсторонним безрамочным дизайном будут сильными сторонами этой модели. Из недостатков тот факт, что Full HD для 27 дюймов маловато. Игровые мониторы должны соответствовать ряду требований. Они должны иметь минимальное время отклика матриц и поддерживать высокую частоту обновления экрана. Монитор, который точно ориентирован на киберспорт. MSI G274 UPF. Здесь есть качественная IPS-матрица с откликом всего в 1 миллисекунду и частотой обновления в 170 Гц. Поддерживаются технологии AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync. Уровень яркости этой панели составляет 400 нит. Для улучшения картинки доступна технология Display HDR400. В мониторе реализован трехсторонний безрамочный дизайн, что позволило увеличить полезную площадь экрана. Также есть USB-C и DisplayPort. Доступна регулировка монитора по высоте. Очевидные плюсы — это, конечно же, частота обновления 170 Гц. А вот следующий игровой гигант обязательно покорит ваши сердца, и это монитор от компании Acer из геймерской линейки Nitro. Монитор имеет полную поддержку технологии AMD FreeSync Premium. Также есть поддержка HDR10 и функция ослабления синего цвета. При этом поддерживается интерфейс Thunderbolt. Глубина цвета для этой модели составляет 8 бит. Максимальная яркость панели составляет 250 нит, а показатель реальной контрастности 1000 к 1. Плюсы и минусы монитора следующие. Подсветка без мерцаний, поддержка HDR10, интерфейс Thunderbolt, встроенные динамики, частота обновления 180 Гц, а также отклик матрицы в 1 миллисекунду, AMD FreeSync Premium – все это неоспоримое преимущество. Из недостатков я бы отметил только недостаточную яркость. Ссылки на все мониторы, кстати, как всегда, будут в описании, обязательно зайди посмотри. Ну и конечно же всеми известный бренд Xiaomi и монитор Xiaomi Mi Curved Gaming 34 не смог нас обойти. Большой изогнутый монитор для полного погружения в игру. При диагонали в 34 дюйма поддерживается разрешение 4K UHD. Частота обновления экрана составляет 144 Гц, а отклик матрицы VA всего 4 миллисекунды. Присутствует подсветка без мерцаний, функции калибровки цвета картинка в картинке, поддерживается HDR10 и имеется опция ослабления синего цвета. Основными достоинствами моника будет большая диагональ с изгибом, разрешение 4K UHD, поддержка HDR и AMD FreeSync, регулируемая высота, частота обновления 144 Гц, а также приемлемый ценник. Минусы мне тоже сложно было обнаружить, существенных я не вижу. А вот гигантский монитор с невероятными возможностями Samsung Odyssey Arc 55 покорит любителей больших размеров. Здесь есть огромный изогнутый экран на 55 дюймов с разрешением 4K UHD, откликом VA-матрицы в 1 миллисекунду и частотой обновления 165 Гц. Кроме того, в конструкции монитора есть порт Ethernet RJ45, USB-хаб и даже Wi-Fi передатчик, также пульт дистанционного управления. Минусы — стоимость монитора. Она, конечно, заставляет нас раскошелиться. Ну и еще один кибермонстр, о котором вы вряд ли слышали. Thunder Robot 48 OLED. Это высокотехнологичный монитор с расширенным функционалом. Его фишкой является OLED-матрица с невероятной цветопередачей. Монитор охватывает 99% расширенного цветового пространства DSI-P3. При диагонали в 48 дюймов он обладает разрешением 4K UHD. Из других функций можно отметить подсветку задней крышки, безрамочный дизайн, USB-C мощностью в 90 Вт, а также HDMI хаб, USB хаб, HDR10+, Adaptive Sync. В числе прочего присутствует поддержка AMD FreeSync, а также поддерживается технология KVM, возможность подключения к монитору сразу нескольких устройств. Монитор обладает следующими достоинствами: 10-битная OLED-матрица, минимальный отклик 1 миллисекунда, частота обновления 138 Гц, поддержка KVM и AMD FreeSync, HDMI и USB хабы, USB-C с функцией быстрой зарядки 90 Вт и почти полный охват пространства DSI-P3. И по традиции главным минусом таких нереальных мониторов будет их цена. Huawei MateWave GT34. Здесь есть достаточно качественная матрица типа VA с откликом в 4 миллисекунды и разрешением 4K UHD. Частота обновления экрана составляет 165 Гц, но интереснее дополнительный функционал. Встроенные колонки 2 по 15 Вт, регулировка по высоте, наклону, защита от синего цвета и мерцания, игровой прицел, HDR10, USB-C 135 Вт, управление темными зонами. Также присутствует набор актуальных интерфейсов для
для подключения к ПК. Существенных недостатков мной не обнаружено, а вот достоинств полно. USB-C с функцией зарядки, подсветка без мерцаний, разрешение 4К UHD, функция управления темными зонами, поддержка HDR10. А вот следующий красавец от LG тоже полон впечатляющих возможностей. И это LG 38WK95C, изогнутый монитор с высококачественной матрицей AH-IPS, обеспечивающий великолепную цветопередачу. При диагонали в 37,5 дюймов монитор имеет разрешение 4К и частоту обновления в 61 Гц. Интересно, что в этой модели шаг пикселя по вертикали составляет 0,229 мм, а по горизонтали 0,2299. Используется подсветка WLED без мерцаний. Полностью поддерживается технология AMD FreeSync, имеются встроенные динамики, разъем для подключения наушников и USB-концентратор. Плюсы: доработанная матрица AH-IPS, разрешение 4К UHD, встроенные стереодинамики, поддержка HDR10 AMD FreeSync, функция калибровки цвета, встроенный USB-концентратор, подсветка без мерцаний. Единственное, это корпус, который немного скрипит, но если его не трогать, все нормально. Вы, наверное, уже слышали про изогнутый 30-дюймовый монитор от компании Xiaomi. Да, это он. Xiaomi Redmi Curved Display 30 обладает матрицей VA с откликом в 4 миллисекунды и разрешением 2К. Отличается частотой обновления в 200 Гц, что существенно улучшает плавность картинки. Здесь используется подсветка без мерцаний, есть поддержка AMD FreeSync Premium, а также функция картинка в картинке и ослабление синего цвета. Монитор имеет сертификат Tough Love Blue Light и покрывает 126% цветового пространства sRGB. На экране присутствует антибликовое матовое покрытие. Достоинства этого изогнутого гиганта очевидны. Сертификат Tough Love Blue Light, ослабление синего цвета, картинка в картинке, VA матрица с откликом в 4 миллисекунды, а также частота обновления 200 Гц, подсветка без мерцаний, поддержка AMD FreeSync. Но хотел бы вас предостеречь, у этой модели периодически встречается брак, так что внимательно смотрите его перед покупкой. Или заказывайте у проверенных продавцов, и такие ссылки на все модели, как обычно, будут в описании под видео. Без Samsung топ лучших мониторов сделать сложно, ребята шарят в этой теме. Samsung LS34A650 – большой изогнутый монитор от Samsung с матрицей VA и откликом в 5 миллисекунд, а также подсветкой без мерцаний и частотой обновления в 100 Гц. Поддерживается технология AMD FreeSync. Девайс обладает технологией улучшения динамической контрастности Mega DSR и поддержкой HDR10. Присутствует функция ослабления синего цвета. В мониторе имеется встроенный USB-концентратор, а также порт USB-C с функцией зарядки. Реальная контрастность панели составляет 1000 к 1, а яркость составляет 350 нит. Все, что я успел заметить в этой модели, только положительное. Частота обновления 100 Гц, встроенный USB-концентратор, поддержка AMD FreeSync HDR10, динамическая контрастность Mega DSR, разрешение 4К UHD, функция ослабления синего цвета. Но на самом деле хорошим вариантом для дома станет MSI Pro MP341 CQW. Разрешение 4К UHD и матрица VA с откликом в 1 миллисекунду. Здесь используется подсветка без мерцания, также реализована поддержка технологии AMD FreeSync. Глубина цвета используемой матрицы 8 бит плюс FRS. Частота обновления экрана составляет 100 Гц, что существенно повышает плавность картинки. В конструкции монитора есть встроенные динамики, но звук у них не очень качественный. Цена, конечно, не самая маленькая, что к плюсам я отнести не могу, но зато частота обновления 100 Гц, встроенные колонки, поддержка AMD FreeSync, отклик VA матрицы 1 миллисекунду, разрешение 4К UHD и глубину цвета 8 бит плюс FRS, а также функцию ослабления синего цвета точно вас порадует. Невероятный профессиональный монитор от компании Apple Studio Display 27 отличается идеальной цветопередачей и разрешением 5К UHD. Здесь используется уникальная матрица IPS Retina, что существенно улучшает качество картинки. Сам экран прикрыт текстурированным наностеклом с отличными антибликовыми свойствами. В число прочего имеется 6 динамиков с поддержкой Dolby Atmos, веб-камера на 12 мегапикселей, порты USB-C с возможностью зарядки на мощности 96 Вт. При этом изготовлен монитор из премиальных материалов. Плюсы: 10-битная матрица IPS Retina, защитное текстурированное наностекло, разрешение 5К UHD, идеальная цветопередача, USB-C с функцией зарядки, 6 динамиков с объемным звуком, антибликовое покрытие.
Из минусов можно отметить только цену, она не для всех. А вот ViewSonic VP3268 4K 31,5 дюйма – отличный монитор для профессиональных задач и подешевле. Моник имеет в своей основе матрицу AH-IPS с откликом в 5 миллисекунд и разрешением 4K UHD при диагонали в 31,5 дюйма. Здесь используется подсветка без мерцаний, а также есть полная поддержка HDR10. В мониторе установлены стереодинамики мощностью на 5 Вт, есть функция ослабления синего цвета. Реализован полностью безрамочный дизайн, что позволяет существенно увеличить полезную площадь экрана. Монитор можно перевернуть практически в любое положение. Из достоинств можно отметить полностью безрамочный дизайн, поддержку HDR10, подсветку без мерцаний, разрешение 4K UHD, функцию ослабления синего цвета, а также поворот в любое положение и хорошую цветопередачу. Из минусов слабые динамики, но мало кому они важны в мониторах в принципе. Ссылки на все мониторы, кстати, как всегда в описании, обязательно зайди посмотри. А вот монитор, который смело могу рекомендовать и лидер лично для меня, это Huawei MateView HSN CBA28.2. Профессиональный монитор с нестандартным соотношением сторон 3 к 2, что как бы намекает, что для мультимедиа он никак не предназначен. Здесь установлена IPS-матрица с разрешением 4K UHD и откликом 8 миллисекунд. Имеется уникальная функция проекции One Hop. Полностью поддерживается технология Display HDR400. Имеются встроенные колонки 2 по 5 Вт и микрофон. Доступна функция калибровки цвета и ослабления синего цвета. Присутствует интерфейс Thunderbolt. Имеется порт USB-C с функцией быстрой зарядки. Плюсы: подсветка без мерцаний, поддержка дисплей HDR400, встроенный микрофон и динамики, интерфейс Thunderbolt USB-C с функцией зарядки, а также разрешение 4K UHD. Минусы: нестандартное соотношение сторон, он не подойдет для мультимедиа. А вот следующий моник позволит вам без проблем работать за ним на протяжении долгих часов без усталости для глаз. И это LG UltraGear 27 UP850N. Здесь используется качественная матрица AH-IPS с разрешением 4K UHD и скоростью отклика 5 миллисекунд. Есть подсветка без мерцания, а также полная поддержка технологии AMD FreeSync и дисплей HDR400. Трехсторонний безрамочный дизайн увеличивает эффективную площадь экрана. Присутствует функция динамической контрастности Mega DSR, а также опция ослабления синего цвета. Преимущество монитора следующее: качественная картинка, правильная цветопередача, поддержка дисплея HDR400, работа с AMD FreeSync, встроенные динамики, динамическая контрастность, а также разрешение 4K UHD. Существенных недостатков я не обнаружил. А вот недорогой монитор, который идеально подойдет для офисной работы. Xiaomi Mi Desktop Monitor 27. Он обладает качественной матрицей IPS и имеет подсветку без мерцаний. Также присутствует функция ослабления синего цвета. Вращать, наклонять монитор можно в разных направлениях. Также устройство полностью поддерживает технологию дисплея HDR400. Необычно то, что в этом мониторе присутствует морально устаревший разъем VGA. Однако имеется и более современный HDMI, цветовой охват профиля с RGB целых 100%. Плюсы: матрица IPS с хорошей цветопередачей, поддержка дисплея HDR400, подсветка без мерцаний, ослабление синего цвета, приемлемый ценник, частота обновления 75 Гц. Из минусов: Full HD мало для такой диагонали. Пиши в комментариях, какие модели за недорого ты бы сам смог порекомендовать.